Всем привет! Ну что, сегодня у нас с вами очередной выпуск, очередная распаковочка. Надеюсь, будет очень интересно и где-то даже, я бы сказала, иронично. Но я думаю, что этой нотки немножечко не хватает не только здесь, но и вообще в нашей бытовой с вами жизни. Сегодня мы поговорим с вами о минерале, нечастом госте в шкатулочках простых обывателей, но очень привлекает внимание как коллекционеров, так и любителей минералов. На первый взгляд от него может, конечно, веять холодком, по ощущениям же он вызывает северное сияние в душе. Своей необычной красотой очистит любое сердечко, успокоит мысли и задаст ему правильный ритм, направляя творческую энергию в правильное русло. Ну что, беломорит, как на чистоте ритма белого сияния. Сегодня мы поговорим именно об этом минерале. Беломорит получил свое название от места находки побережья Белого моря, где его открыл академик Ферсман в 1925 году. Еще этот минерал называют перисперид, от греческого слова перистера, что означает «голубь», из-за нежного голубого сияния, напоминающего радужный отлив на шее у голубя. Часто этот минерал, кстати, ассоциируется с лунным камнем, но это вообще по сути разные минералы как по своей структуре, так и по своей энергетике и качествам. Если лунный камень, часто его называют как адуляр, имеет более такую прозрачную, даже структуру с характерной голубой иринизацией, то вот, например, беломорит, напротив, он не совсем прозрачен, он более мягок и легко расслаивается. Его цвет варьируется от молочного до кремового, может иметь жемчужно-стеклянный блеск и иринизацию в более сине-голубых и даже зеленоватых оттенках с перламутровым отливом, что вот как раз создает визуальное сходство с каплей воды или глазом рыбы. Отсюда, кстати, его тоже и часто называют рыбьим глазом, именно за его уникального внешнего вида и эффекта, опять же таки, той самой иринизации, которая напоминает блеск и отражение света в глазах рыбы. В чем же необычность и вообще сила этого минерала? Давайте рассмотрим. Но сперва начнем с того, что вообще любые природные образования или формирование в какой-то местности или на какой-то территории несет свою определенную энергетику, какую-то историю, информационный код различных эпох, культур, цивилизаций, в общем, огромного такого истечения времен, в которых он мог находиться. С точки зрения энергии, конечно, может быть невидимо человеческому глазу, если у вас, конечно, нет какой-то предрасположенности к видению тонких тел, ауры и работы, например, с инфополем. А вот на бытовом уровне все, конечно, могут, естественно, базироваться на уже имеющиеся довольно-таки значимые информационные структуры. Если же брать конкретно минералы, в данном случае сегодняшний, как и другие, то один и тот же минерал, найденный в разных точках планеты, будет, конечно, иметь одну и ту же кристаллическую решетку, то есть самую такую свою базовую характеристику, но вот энергетика и дополнительные, я бы сказала в кавычках, свойства, приобретенные как раз вот за счет того, что мы не видим и не знаем, чем запитана сама была территория, на которой сформировался данный минерал. В итоге по-разному может, естественно, и генерировать свои вибрации, качества, свойства на каждого человека, который с ним каким-то образом взаимодействует. Это, кстати, одна из многих причин, почему кому-то подходит этот минерал, а кому-то нет. Даже если кто-то может говорить, что с точки зрения зодиакальной соприкосновенности и резонанса может подходить, но, опять-таки, это не всегда так. Поэтому история самого этого минерала очень важна, как и взаимосвязь с разными, казалось бы, на первый взгляд, не имеющими между собой связи источниками.
По сути, в этом проекте я как раз и делюсь с вами моей интерпретацией и распаковкой, как можно по-другому работать с информацией и насколько все, ребят, действительно взаимосвязано. Это даже просто интересно для саморазвития, самопознания, но это также может и помогать в рабочих каких-то моментах и казаться различных, собственно говоря, направлений нашей обыденной с вами жизни. Поэтому ваша обратная связь и комментарии, говорят о полезности и интересе к моему контенту, за что я вам очень, на самом деле, признательна и рада, что многие из вас ценят мое время, мой проект, и вам нравится проводить время с пользой. Огромная за это вам благодарность. Продолжайте это делать. Для меня это очень ценно и, собственно говоря, приятно. Тем не менее, я думаю, что каждый из вас ощущает искренность того детского где-то внутреннего счастья, что есть что-то, что здесь полезно не только для меня, но и для вас. Беломорит имеет богатую историю, связанную с древними легендами и мифами. Собственно говоря, куда же без этого? В Древней Греции его считали даром гипербореев. Это такой народ, известный своей радостью и талантом в искусстве. Существовала также легенда о том, что камень мог стать волшебным, если пролежит под светом луны 1000 полнолуний. Ребят, я сейчас, конечно, не буду делать наши с вами расчеты, но, кстати, кто посчитает, сколько это у нас по времени лет нам нужно с вами беломорит заряжать под луной, чтобы дойти до 1000? Напишите в комментариях. А мы, собственно, продолжим. Дело в том, что считалось, что камни из этих стран, гипербореев, в общем, обладают магическими свойствами, но и приносят также удачу. Согласно другой легенде, куда же без теневого аспекта и стороны, как мы будем тогда учиться, если этого не будет существовать. Так вот, повторюсь, согласно другой легенде, беломорит был создан, угадайте кем? Мы уже с ним в прошлых видео знакомились, с дьяволом. Так что был он создан им, чтобы отвлечь Еву от прекрасных цветов в раю, что символизировало алчность. В общем, слушайте, Ева у нас по ходу на повестке дня всех легенд и мифов, причем поучительных, если смотреть, конечно, глубже, где сами персонажи не такие уж и плохие, опять-таки, начиная с той змеи. Сначала история с ней, как с искусительницей, такой некой злобной засранкой, которая на дереве познания добра и зла чуть ли не заставила силой Адама и Еву полакомиться то ли яблоком, то ли гранатом, или вообще там непонятно, был персик или инжир. Этого пока, конечно, никто исторически не понял, но тем не менее. А тем временем Лилит при этом стояла в сторонке и наблюдала, как в тихом омуте черти водятся. Это как бы такая, знаете, ироничная аллегория и поучительная история того, по какому принципу вообще развивается человечество и насколько ему это необходимо. Естественно, дьявол, недолго думая, увидев Еву, блуждающую по саду, нюхая и созерцая цветами, уже, конечно, не захотел трогать змею, потому что змея сказала: «Ребят, я вообще-то обиделась. Из меня сделали какую-то искусительницу, когда сами яблоко-то вкусили, а на меня всю вину повесили». В общем, дьявол, недолго думая, создал как раз беломорит. Я, конечно, сейчас утрирую и иронизирую, но ведь на самом деле все мифы несут важность, и, собственно говоря, какую-то, ребята, дуальность, тем самым давая возможность каждому человеку проработать какие-то теневые стороны, работать со своей эволюцией, но и развиваться с учетом тех реалий, в которых, собственно говоря, мы живем, и они меняются постоянно. То, что, в принципе, происходит и сейчас. Так вот, древние народы верили, что именно беломорит помогает видеть будущее и прошлое, а также служит защитой от негативной энергии. Наиболее известное месторождение беломорит находится в Северной Карелии и на юге Кольского полуострова. Существуют, конечно же, и другие значительные месторождения. Они находятся как в Шри-Ланке,
Так вы можете их найти в Мадагаскаре, Танзании, Индии, а также в некоторых штатах Соединенных Штатов Америки, таких как Калифорния и Колорадо. Но мы поговорим с вами как раз о Кольском полуострове, потому что вообще считается, что именно там одни из самых лучших находятся месторождений этого минерала. И не зря же он одновременно один из самых суровых, самых живописных в то же самое время регионов, омываемый, на минуточку представьте, с одной стороны Беренцевым морем, а с другой стороны Белым. Кстати, о Беренцевом море, если посмотреть просто с точки зрения энергетики, местности, мы же любим это с вами рассматривать, то оно влияет, по сути, на энергетику места, на вибрации и может, конечно, нести определенного рода информацию. Считается опасным из-за частых штормов и высоких волн. Кстати, там могут они вообще достигать до 11, где-то даже до 18 метров. Поэтому уже исходя из этих маленьких характеристик, мы можем понимать, что у Беломорита уже есть некое соприкосновение с определенной конкретной стихией, в данном случае стихия вода, немножко неординарная по характеристике. Далее давайте с вами углубимся немножко в информацию, которая на самом деле будет являться у нас базовой в понимании характеристик, свойств и качеств данного минерала, которые мы потом в конце с вами по маленьким пунктикам, которые я буду выделять, вот как раз я вам проведу вот эту грань и линию, как действительно можно определять качество камня, исходя из его начальных настроек места, истории, эпохи, ну и, в общем, разных других таких пазликов. Так вот, интересные и важные факты и факторы Беломорита с точки зрения моих наблюдений и 6 важных пунктов. Итак, первый пункт. На полуострове сконцентрировано более 1/3 всех мировых запасов минералов. Кстати, на сегодняшний день насчитано около 1000 видов, 150 из которых, представьте, есть только там. Это горы из амазонита, глыбы молочного кварца, это кристаллы апатита, слои черного турмалина, даже речной жемчуг там. В общем, уже чувствуется глубокая история и сильное влияние ее на этот же минерал. Вторая. Легенда яйца дракона. Здесь же на полуострове ходит, кстати, легенда, придуманная жителями для туристов о раннем присутствии здесь драконов. С чем, вы спросите, это вообще связано? Ну как с чем? Естественно, с яйцами дракона. Ну, точнее, это название пляжа, не самих яиц в том понимании, которое вы могли понять. Он знаменит, этот пляж, кстати, своими крупными яйцеобразными валунами, которые были обтерты морем до вот этой гладкой формы. Отсюда же и та самая легенда, гласящая, что в древности здесь жили драконы, откладывающие эти самые яйца, что придает месту загадочный шарм. Верить или нет это якобы осознанно придуманной легенде, уже, конечно, дело каждого. Это так легенды не придумываются. Мультики, сказки, фильмы тоже базируются на чем-то. Где-то осознанно пишутся, где-то неосознанно. Но опять-таки, возьмем даже тот «Титаник» и возьмем даже тех «Симпсонов». Что об этом говорить? Вам и так, наверное, понятно. А теперь после дьявола-дракона перейдем к 13-му и 3-му, то бишь, пункту. Еще одной из достопримечательностей на Кольском полуострове, кроме яиц дракона, является кладбище кораблей, поселившее 12 останков бывших суден. Некоторым из них, представьте, более 200 лет. Поморы, населявшие этот регион, не разрушали тогда свои лодки, считая, что это плохой приметой. В результате на побережье образовались такие кладбища, где корабли остаются на берегу, пока их не разрушит само время.
Это место привлекает благодаря своей уникальной истории и живописным пейзажам. А вот останки судов, напоминающих неких таких морских чудовищ, вдохновляют не только туристов, но, думаю, и практиков. Кстати, очень-очень интересно. Давайте будем продолжать с вами дальше. Так вот, как видите, 13-й старший аркан, если рассматривать с точки зрения тарологии, которую я не люблю, когда называют именно так, а именно с точки зрения системы Таро, то мы можем увидеть, что она интерпретируется у каждого по-разному, в зависимости от культуры, примет, личного какого-то своего восприятия и вследствие понимания того, вот как вообще можно использовать определенного рода энергетику, если мы говорим уже, например, в контексте эзотерики и магии. Ну, давайте перейдем к 4-му пункту. Дело в том, что Белое море, казалось бы, не имеющее ничего совместного с белым цветом, но является интерпретацией местности и условий, в которых находится, скажем так, само море. Викинги называли Белое море заливом змей из-за его скромных, конечно, размеров и прихотливо изогнутой береговой линии, что дает отсылку нам к эластичности, прагматичности, свойственно той же змее по сравнению, например, с непредсказуемой и бурной силой Баренцева моря. Узрели тонкую грань с камнем, которую он может в себе нести, о которой я уже говорила в начале? Тут же и понятно, давайте по чесноку, легенды с дьяволом и пониманием сути змеи. Она живет своей жизнью, набираясь мудрости, как и все из нас. А беломорит, созданный дьяволом для девы, это уже такое, я бы сказала, очередное испытание, в котором на змею не спихнешь, ибо в Белом море змеи, ребята, не водятся. А вот как раз рыбки, киты, губки, морские звезды там, как у себя дома. 5-й пункт. Северное сияние вашей Анахаты. Ежегодно 1000 туристов со всего мира приезжают на Кольский полуостров, чтобы увидеть одно из самых красивейших природных явлений – северное сияние. Кому оно может просто не нравиться, а вы представьте еще это увидеть своими глазами. По-научному это явление носит название аурора бореалис. Вообще, если мы разберем это словосочетание, то аурора – это богиня зари, рассвета. И, кстати, она является дочерью Титана Гипериона и Титаниды Теи, а также сестрой Гелиоса, Солнышка, и Селены, Луны. Кстати, здесь тоже, такой переход от Гекаты Селены, это у нас вторая ипостась Гекаты, если что. Так вот, бореалис или борей означает наоборот, вот этот северный ветерок, который, получается, создает такую атмосферу в переводе из серии «Заря, приносимая северным ветром». Или тут у меня пошел такой резонанс, написала 2 строчки. «Заря, как рассвет, если он в тебе есть, найдешь ты дорогу, тебе там ветер в подмогу, солнце согреет, луна подсветит». Кони довезут, свои пургу отгонят. В общем, существует на самом деле 2 вида северного сияния. Мы их, конечно, рассматривать сейчас с вами не будем. Но то, что, в принципе, по сути их объединяет, и на что хочу обратить ваше внимание, это на цветовую гамму. Она идет у нас с вами от зеленого к голубого, доходя где-то до фиолетового, розоватого цвета. А это нам что-то напоминает, ребят, с вами? Конечно, потому что это у нас с вами 4 ментальных тела. Чакры, всем известные, которые соотносятся с анахатой чакрой, с нашим сознанием, по вишудхе, с нашим высшим высокочастотным подключением сахасрарой. Казалось бы, лед, холод, а сердце с головой в тепле. Это можно еще также интерпретировать банальным бытовым способом, когда, несмотря на холод, несмотря на проблемы, несмотря на тяжесть жизни, правильные мысли, позитивный настрой, открытость к работе со своей тенью и доброе сердце,
оно всегда вам поможет и найдет позитив даже в плохом. Если затрагивать здесь магический аспект, то это о том, что любое негативное, целенаправленное магическое воздействие на кого-то или что-то, оно имеет срок действия и в результате плату. И неважно, это остуда, крадник, приворот, закрытие дорог или порча разных направлений, вариаций. Платят все. И часто платят также дети за ошибки своих дальних или близких родственников, либо же тех, кого уже совсем давно нет рядом с вами. Поэтому работа здесь тоже с родом. Она имеет свой личный теневую сторону. Первое, с чем, кстати, человек соприкасается, когда начинает развиваться, это родовая система. Это работа с ошибками, которые делались когда-то в той или иной мере душой вашей, которая была в этом роду, либо же предками. Но, по сути, разбираться приходится каждому. Разница заключается только в том, насколько человек готов работать с этими, какие методы использует. А, кстати, Кольский полуостров, на самом деле, там энергетика такая, прописанная немножечко и связанная как раз с работой с родом. Там чувствуется запах шаманов, там запах нижнего треугольника с точки зрения вот этой чистоты и работы. Знаете, когда нужно быть человечным, когда нужно получить какой-то опыт, и, собственно говоря, здесь наглядный пример Адама, Евы, религиозных каких-то отклонений, с которыми мы с вами сталкиваемся. Интересно ведь, все это рассматривать. Ну и давайте с вами перейдем к 6-му пункту, самый интересный вообще пункт, и там тоже классная распаковка у нас будет. Николай. Ну что, Белое море, как вы уже поняли, имеет очень много разных, по сути, альтернативных названий в те времена. Но вот это меня прям зацепило, вам честно скажу. В средневековых традициях исторически Белое море называли вот как раз заливом Святого Николая. Кто не слышал и не взаимодействовал с этим чудотворцем, которого знают все в любом уголочке нашего мира, как, собственно говоря, я могла не углубиться в эту тему, и это получилось довольно-таки интересно и очень классно проходит связь тоже именно с беломоритом. Дело в том, что в каждом городе верующих стран мира есть какой-то святой, который является покровителем, то есть или может быть какая-то важная фигура с исторической значимостью. Так вот, например, в Мурманске покровительствует именно святой Николай Чудотворец и почитается там как покровитель именно путешественников и моряков. Николай Чудотворец в христианских церквях почитается более как чудотворец. На Западе, например, как покровитель всех слоев общества, это преимущественно деток. На Востоке же как покровитель путешествующих, заключенных и сирот. В общем, надежду и любовь Николай Чудотворец дает, в общем, всем. Кстати, он родился 15 марта 270 года в Патаре, Лике, Римская империя. Этот регион Италии вам уже должен быть знаком из предыдущего видео про архангела Михаила, в котором я рассказывала и давала очень интересные распаковочки. И вам, кстати, очень понравилось это видео, поэтому, если не смотрели, посмотрите, пожалуйста. Что касается Италии, так вот, базилика Святого Николая, Мирликинского, скажем так, расположена вот как раз в городе Бари, Апулия. Она была построена в XI веке для хранения мощей святителя, которые были перенесены из Миры в 1087 году. Николай Чудотворец связан с несколькими чудесами, также связанными с колонной, установленной в базилике в Бари. И вот одна из легенд гласит о чудо появлении колонны, которую святой утопил в реке Тибр, чудесным образом появившейся в порту Миры после его возвращения. Позже при переносе мощей в Бари колонна вновь всплыла, но никто не мог ее вытащить.
Ну и что вы думаете, в ночь перед освящением храма святой Николай сам взял, установил колонну на место с помощью кого? Ангелов, что стало видно всем собравшимся. Ну что сказать, вообще это место одно из чудес света, по-другому это не назовешь. Если же рассматривать с точки зрения магии, эзотерики и энергии, то канал Николая Чудотворца, он многоуровневый, и взаимодействие с ним может почувствовать каждый, потому что он отображается на 3 частотах. Первая частота — это 21-й аркан, с позиции религиозного подключения можно с ним работать. Вторая — это уровень Тиферет, работа с качествами, его ситхами. И третья частота, самая высокая, необычная, немножко тяжелая для восприятия, она находится на частоте 12-го аркана. Естественно, каждый человек может взаимодействовать с Николаем Угодником, Чудотворцем, в зависимости от своих настроек, от связи. У кого-то это религиозная связь, у кого-то это более эзотерическо-магическая связь, кто-то рассматривает ее еще глубже. В общем, для каждого есть местечко и канал, с которым он может работать. Могила Николая Угодника мироточит, и один, кстати, раз в год священники открывают ее и извлекают миру. Последняя была извлечена 9 мая 24 года, этого года. И 9 мая, кстати, день почитания Николая Чудотворца, и это большой праздник даже в Бари. Мира в бутылочке стоит в храме вблизи самого саркофага Николая, и очень часто люди, которые приезжают туда, бросают записочки с желаниями и просьбами. В общем, что сказать? Скажу только одно, что Николай Чудотворец, и повторюсь, покровительствует всем без исключения. Очень значимое место в Бари, очень мощное место силы, очень энергетически приятное, поэтому и я бы сказала, да, что одно из значимых мест в Италии. Что, переходим к магическим свойствам беломорита, и на самом деле я здесь почему-то немножко нахожусь в затруднении, потому что говорить именно вот о магических свойствах этого камня на самом деле тяжело, по той причине, что, на мой взгляд, этот минерал как бы с одной стороны просто пропитан магией с точки зрения истории, религии, традиций, вообще какой-то своей масштабности, характеристик и свойств, которые несет, а с другой стороны просто холодный, хрупкий, невзрачный, немножко манящий. Как же все-таки пользоваться, ну и использовать данный минерал? Кто хотя бы пару раз смотрел какие-то мои видео, знают, что я вообще как бы не люблю давать классические характеристики, которые, ну, в принципе, можно найти в любом пространстве интернета. Здесь, в моем проекте, я делюсь реальными какими-то базовыми, по факту, информационными характеристиками, качествами, в данном случае минерала беломорита, которые мы имеем в данном видео, через ключевые моменты, которые я выделила, можем сопоставить и сложить собственную картину реальную того, чем является данный камень, ну и, собственно говоря, как его использовать через определенные знаки. Так вот, по кладбищу кораблей, ну что, поможет отпустить старые ошибки, переживания, облегчая эмоциональное бремя и позволяет двигаться вперед, трансформируя вашу жизнь натуральным способом. Баренцево море поможет бороться с усталостью и восстанавливать силы, что делает его полезным для людей с высоким уровнем стресса. Белое же море поможет справиться с депрессией и стрессом, успокоит нервную систему, может поспособствовать эмоциональному балансу, но, естественно, по-змеиному поможет в адекватности отгородить, не идти туда, куда не стоит. По рыбьему глазу откроет глаза на мир и наведет там, кстати, порядок. Поможет настроить не только третий глаз, но и ясновидение. Вдохновит, кстати, творческих личностей и поможет
тем, у кого проблемы с этим творчеством. Ну и, естественно, также даст помощь в конструктивном подходе к делам. С яйцами дракона поспособствует оздоровлению женского организма, повысит сексуальную активность и отправит на северное сияние искать первопричину. А уже в северном сиянии улучшит работу сердца и сосудов, а также может помочь при проблемах с артериальным давлением, настроит вашу анахаточку на частоту любви и баланса. А уже вот святой Николай Чудотворец, угодник, поспособствует порядку в жизни, нейтрализует негативное воздействие внешних факторов, создавая такой защитный барьер для своего владельца. В общем, носить еще можно эти украшения в виде брошек, колец, сережек. Например, если брошку, то на сторону сердечка. Это поможет восстановить эмоциональный фон. Если сережки, то они вам помогут сгармонизировать ваши мысли, головушку, вашу психику. Ну а если колечки, то очень часто их носят на левой руке, потому что она соотносится к луне женской стороне, и на мизинчике, потому что есть определенные характеристики для этого. Тем не менее, если же у вас, например, слишком проявлена луна и не хватает вам огоньку, ну вот как раз можно на правую руку, на левый, точнее на правый мизинчик одеть данное колечко. Кстати, кто делает кольца с беломоритом, он очень любит серебро. В золоте, конечно, его нежелательно делать, там может быть соударение и энергетически может, как бы так сказать, бабахать в одну и в другую сторону. Вот поэтому, ребят, да, здесь вот такие маленькие инструментики, подсказочки, которые я вам даю, надеюсь, они вам будут полезны. Ну и в заключение, да, покровительствует этому камушку сама планета Венера, вот, и в активе работают с этим камнем две фундаментальные чакры, которые, как я думаю, вы уже поняли, но все-таки я еще раз повторюсь, это у нас с вами анахата, отвечающая за наши чувства, за нашу любовь к себе, к внешнему, внутреннему миру. Это наши друзья, это наши враги, это, в общем, наши эмоции, партнеры на уровне частоты вашего сердечка. Ну и свадхистана — это любовь к себе, это творческая энергия, это наше здоровье, это работа, кстати, с партнерами. Поэтому камень, я вам скажу, что очень интересный и неоднозначный. Я вас всех благодарю за внимание, как всегда, за поддержку. И ну что, услышимся, увидимся в следующем подкасте, который тоже не заставит долго себя ждать. Пока-пока!